Большинство людей привыкли к шуму городов и благам цивилизации, но на Земле есть народы, которые свято хранят культуру предков. В этом ролике мы предлагаем вам познакомиться с изолированными народами и племенами, чьи традиции могут шокировать современных людей. Приятного просмотра! Макен — народ морских кочевников, живущий у побережья Таиланда и в Андаманском море. Их около 3000 человек, и они обитают на деревянных лодках, называемых кабан, которые служат им домом, транспортом и кухней. Макен удивительно приспособлены к жизни на воде. Они способны долго задерживать дыхание благодаря увеличенной селезенке и видят под водой без раздражения глаз. Их вера основана на спиритуализме. Они считают, что все предметы обладают душой. Раз в год Макен отправляют лодки с дарами духам, прося защиты от бед. Погребальные ритуалы проходят на особых островах, которые считаются священными. Однако глобализация и давление властей вынуждают часть племени покидать море и отказываться от традиций. Апатани — народ, живущий в индийском штате Аруначал-Прадеш, в долине реки Субансири. Их около 26 тысяч человек. Предки Апатани пришли с севера и превратили болотистую долину Зиро в плодородные поля с террасным земледелием. Они исповедуют религию Дони-Пола, почитая солнце, луну и духов предков. Женщин Апатани легко узнать по татуировкам на лице и деревянным пробкам в носу, древнему обычаю, защищавшему их от похищений. Народ известен мастерством в земледелии, гончарстве и кузнечном деле, а также бережно хранит традиционные дома на сваях и обряды предков. Масаи — одно из самых известных африканских племен, проживающее в Кении и Танзании. Их около 900 тысяч человек. Масаи — полукочевники, издавна славящиеся как бесстрашные воины и защитники своих земель. Они живут разведением скота и считают животных священными. Масаи уважают природу и не проявляют агрессии без причины, но сохраняют обряды, кажущиеся современным людям жестокими, например, полигамию и обрезание без обезболивания. Эти традиции они воспринимают как испытание духа. Несмотря на влияние цивилизации, масаи сумели сохранить свою культуру, гордость и самобытность. Акхори — это не народ, а загадочная секта индуизма, представители которой поклоняются богу Шиве в его устрашающей форме. Эти люди живут вдали от цивилизации, чаще всего поодиночке, и их точное количество неизвестно, но предполагается, что их всего несколько тысяч. Возникновение секты относят к периоду становления тантризма и мистических течений индуизма, примерно к первому тысячелетию нашей эры. Само слово «акхори» переводится как «не боящийся ничего», и это название полностью отражает их философию. Акхори сознательно отвергают привычные нормы морали и чистоты, считая путь к просветлению возможным только через разрушение ограничений. Они медитируют на кладбищах, совершают обряды, связанные со смертью, употребляют алкоголь и запретные вещества, стремясь достичь духовной свободы и преодолеть страх смерти. Их внешний вид шокирует. Они носят простую одежду или вовсе остаются обнаженными, а для ритуалов используют предметы, сделанные собственноручно, нередко из костей. Акхори также известны как знатоки лекарственных трав, применяя их для исцеления. Несмотря на вызывающий образ, эти люди верят, что именно через разрушение телесных и моральных границ можно достичь высшего знания и прикоснуться к божественному. Саамы — древний финно-угорский народ, проживающий в Лапландии, на севере Европы, где сходятся территории России, Норвегии, Швеции и Финляндии. Их история насчитывает около 7000 лет, и все это время они вели кочевой образ жизни, занимаясь охотой, рыболовством и собирательством. Позже саамы освоили оленеводство, которое стало основой их существования. Олени давали пищу, одежду
и служили транспортом. Сегодня часть самов остается полукочевой, а другие живут оседло, не отвергая достижения цивилизации, но при этом сохраняя традиции. Они славятся мастерством в изготовлении одежды из оленьих шкур, украшений и резьбе по дереву и кости. Важное место в их культуре занимает музыка. Древний жанр пения йоик, с помощью которого передают чувства и описывают природу. Традиционным жилищем самов остается кувакса — конический дом из жердей и оленьих шкур с очагом внутри. Их традиционная одежда — яркая юпа или куфт, отличающаяся удобством и теплом. В древности саамы были язычниками, верили в духов природы и шаманов, позже приняли христианство, но по-прежнему хранят мифологию и обычаи предков. Саамы — пример народа, сумевшего сохранить уникальную культуру, не потеряв связь с современным миром. Брокпа, которых также называют Минаро или Дрогпа, это небольшой народ, проживающий в индийском регионе Ладак, в долине Дахау, а также частично в Занскаре и Балтистане. Их численность невелика, всего несколько тысяч человек, и большинство ведет кочевой образ жизни, избегая контактов с внешним миром. Считается, что Брокпа — потомки первых индоевропейцев, пришедших на север Индии, а сами они уверены, что происходят от ариев и являются последними носителями чистой арийской крови. Об этом свидетельствует их внешность: светлая кожа и глаза, европеоидные черты, что выделяет их среди других народов Гималаев. Одежда Брокпа яркая и самобытная. Мужчины носят накидки с меховыми вставками, женщины — теплые шерстяные платья и платки. Особое значение имеет тюрбан, украшенный живыми цветами. В религии Брокпа сочетаются элементы анимизма, тибетского буддизма и веры Бон. Они поклоняются духам природы и проводят ритуалы для их умиротворения. Народ живет обособленно, вступая в браки только внутри своих общин, чтобы сохранить не только культурную самобытность, но и, по их вере, чистоту крови. Караваи — папуасское племя, живущее в юго-восточной части индонезийской провинции Папуа. Обнаружены они были лишь в 1970-х годах, когда антропологи случайно наткнулись на их поселение в труднодоступных джунглях. До этого караваи не знали о существовании других народов. Их главное отличие — дома, построенные на вершинах высоких деревьев баньяна, иногда на высоте до 50 метров. Такие жилища защищают их от хищников, врагов и, по их вере, от злых духов. Дома полностью сделаны из дерева и лиан, и в них живут целые семьи. Караваи украшают свои тела яркими узорами и носят украшения из природных материалов, придавая им духовное значение. Они живут охотой, собирательством и земледелием, выращивая сага, бананы и сладкий картофель. Народ бережно хранит свой язык, который не похож на языки соседних племен, и передает его из поколения в поколение. Караваи редко контактируют с внешним миром, чтобы не нарушить привычный уклад, хотя иногда позволяют исследователям наблюдать за их жизнью. Их культура остается одной из самых самобытных и изолированных на планете. Каруба — малочисленное и крайне замкнутое племя, живущее в бразильской Амазонии, недалеко от реки Журуа. Их численность точно неизвестна, но, по оценкам, составляет лишь несколько сотен человек. Каруба известны своей агрессивностью и враждебным отношением к чужакам. Все попытки установить с ними контакт заканчивались нападениями. Более того, они нередко сами совершают набеги на соседние племена и, по свидетельствам, практикуют каннибализм. Единственная успешная попытка общения с ними закончилась трагедией. Многие из Каруба умерли от болезней, принесенных извне, к которым у них не было иммунитета.
После этого правительство Бразилии полностью запретило любые контакты с племенем. Каруба живут охотой и собирательством, владеют искусством устраивать засады и используют дубины и отравленные дротики. У них нет четкой социальной иерархии, ни вождей, ни лидеров, мужчины и женщины имеют равные права. Их религиозные верования почти неизвестны, но очевидно, что они проводят ритуалы и придерживаются древних традиций. Несмотря на попытки властей помочь им выжить, Коруба отвергают цивилизацию, живя так же, как их предки тысячи лет назад. Несмотря на стремительное развитие цивилизации, на нашей планете все еще существуют народы, живущие по своим древним законам, вдали от суеты и технологий. Их традиции могут казаться странными, а порой и пугающими для современного человека, однако именно в них скрыта подлинная сила человеческого духа, умение выживать, хранить веру и идентичность, не поддаваясь времени. Эти изолированные народы напоминают нам о том, что мир гораздо шире привычных границ, и пока на Земле есть такие люди, человечество не потеряет связь со своими корнями. Дорогие зрители, что вы думаете об этой истории? Расскажите, пожалуйста, в комментариях. А если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.